Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередная подборка, посвященная самым ожидаемым фильмам 2020 года. Как всегда, информативно, лаконично и очень интересно о будущих премьерах вы можете узнать на моем канале Киноиндустрия, поэтому не забудьте подписаться, дабы всегда быть в курсе последних новинок мира кино. Погнали! Начнем, разумеется, с очередного многообещающего проекта от студии Netflix – экранизации одноименного комикса «Бессмертная гвардия». В центре сюжета группа воинов из различных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок, однако за многие годы кровопролития бессмертие уже не так радует. Интерес к жизни пробуждает появление нового бессмертного, в это же время за ними начинает охоту загадочная организация, желающая заполучить секрет бесконечной жизни. Неожиданно Южная Корея представила продолжение нашумевшего зомби-хоррора «Поезд в Пусан 2. Полуостров». На этот раз размах происходящего куда больше, нежить распространилась по всей стране. После событий первого фильма Южную Корею полностью изолировали от мира. Некогда процветающая страна опустела, и лишь горстки оставшихся вынуждены каждый день сражаться за выживание. 4 года спустя в мир нежити должен вернуться военный Чон Сок. В составе спецотряда ему предстоит выполнить особую миссию. Но это еще не все, друзья. Немногим раньше выйдет еще один южнокорейский зомби-хоррор под названием «Выжить». Его действие также разворачивается во время вспышки загадочного вируса, который обращает людей в кровожадных зомби. Главный герой узнает об этом, находясь в многоэтажном доме. Из-за армии мертвецов он не может вырваться на свободу, связи с внешним миром нет, припасы тоже на исходе. А через некоторое время парень замечает, что в здании напротив, как и он, прячется девушка. Смогут ли эти двое выжить? Со следующим фильмом нашего топа ситуация интересная. Студия выпустила трейлер, а через некоторое время везде его заблокировала. Однако подписчики моего канала красавчики сделали правильный выбор, и от вашего внимания не уйдет ни одна киноновинка. В общем, Гренландия. По сюжету огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Единственное безопасное место — бункер в далекой Гренландии. Джон вместе с семьей отправляется к нему. Это будет путь по опасному разрушающемуся мире, где царит паника обезумевших людей. Военная историческая драма под названием «Грейхаунд». Действие картины разворачивается в период Второй мировой войны в 1942 году. В центре сюжета оказывается эсминец по кличке Гончая и его новый капитан Эрнест Краузе, бывалый морской офицер, однако до этого не участвовавший в боевых действиях. Ему предстоит сопроводить торговое судно, которое держит свой путь через Атлантический океан, не стать жертвой немецких подлодок и справиться с собственной неуверенностью. Если вы любитель напряженных триллеров, вашему вниманию в скором времени представится картина под названием «Неистовый». Согласно сюжету, мать-одиночка по имени Рэйчел, как обычно, ехала на работу. Немного опаздывая, она неаккуратно обгоняет другого водителя. Девушка же не думала, что это импульсивное, но вполне обыденное решение приведет к тому, что все близкие и друзья героини станут мишенью опасного психопата, который решит преподать ей серию смертельных уроков.
Загадочный фантастический триллер под названием «Антибеллум». О нем на самом деле пока мало что известно, но судя по тизеру, фильм расскажет об успешной чернокожей писательнице Веронике, которая обнаруживает себя запертой в ужасающей реальности, где одинаково представлены современность и времена гражданской войны, когда в США все еще процветало рабство. Девушке необходимо разгадать тайну происходящего, пока не стало слишком поздно. Я вас слушаю. Говорите. Алло? Военный боевик, основанный на реальных событиях «Форпост», поведает историю о солдатах американского сторожевого поста Камдэш на границе Афганистана. 3 октября 2009 года блокпост подвергся мощной атаке талибов. На протяжении 12 часов несколько десятков солдат находились под огнем многократно превосходящего по силам противника. Бой за Камдэш стал одним из самых тяжелых по потерям американского контингента во время операции «Несокрушимая свобода», проводимой в ответ на события 11 сентября. Каждый раз, когда они по нам стреляют, они пытаются вычислить наши позиции, а потом они приходят. Мне нравится их стиль. Талибан уже здесь! Экранизация одноименного мирового бестселлера «Секрет» расскажет историю многодетной вдовы по имени Миранда. Как-то раз в спешке из-за надвигающегося урагана женщина врезается в авто незнакомца. Удивительно, но тот не только не требует возмещения, а напротив еще и предлагает починить ее машину. Но это еще не все. После шторма он также помогает починить ее дом. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью, а Миранда понимает, что за его появлением стоит какой-то удивительный секрет. Силой мысли мы способны управлять материальным миром вполне реально. Ладно, я как раз думаю о пицце. Я ни при чем. Далее, загадочная фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре». Согласно сюжету, во время празднования в Камелот приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари. Любой может ударить его топором при условии, что через год и 1 день он нанесет ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место и напоминает Гавейну о будущей встрече и удаляется. В попытке найти ответы, Гавейн отправляется в странствие, чтобы узнать правду о Зеленом рыцаре. Измени свою судьбу. Участник кинофестиваля Сандерс, триллер под названием «Девушка, подающая надежды», поведает о красивой и невероятно умной студентке престижного университета, успешное будущее которой, казалось бы, предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. После него Кэсси бросила учебу и стала работать официанткой. Кажется, что она завязла в рутине, но только если не знать о ее двойной жизни. По ночам Кэсси превращается в хитрую мстительницу, расставляющую ловушки на распутных мужчин. Я думал, между нами что-то есть. Ладно, тогда сколько мне? Чем я увлекаюсь? Как меня зовут? Ладно, это слишком сложно. Фантастическая мелодрама «Вечность между нами» поведает о влюбленных подростках Райли и Крисе, которые волей судьбы навсегда разлучены трагической автокатастрофой. Однако каким-то удивительным образом Крис возвращается в этот мир в виде бесплотного призрака. По воле чуда они находят способ общаться друг с другом. В этой романтической истории по ту сторону жизни и смерти Райли и Крис будут вынуждены выучить самый сложный из всех уроков. Нужно уметь отпускать любовь. Тебя ничего не волнует, просто существуешь и все. А что нам делать? Да что хочешь. Делай, что хочешь! Ну и перед тем, как мы рассмотрим фильмы в жанре ужасы, анимационная лента от создателей Gravity Falls. На связи. Согласно сюжету, не самая дружная семья Митчеллов отправляется в большое путешествие через всю страну. В пути их настигает известие о всеобщем восстании техники. Любимые гаджеты от мобильных телефонов до беспилотных автомобилей решают, что настало их время и оборачиваются против своих хозяев. Отложив семейные распри, Митчеллы пытаются спасти себя и весь мир от катастрофы. Красота! Учебное видео «Заставь Рика Митчелла поцеловать песика». Фу, Кэти! Фу, Кэти! Папуль, заглянешь в багажник? Да, конечно! Фу, Кэти!
Ну что ж, переходим к фильмам ужасов, первый из которых Candyman. Фильм является прямым, хоть и запоздалым продолжением серии хорроров 90-х годов и четвертым по счету. Согласно сюжету, дух таинственного убийцы возвращается в Чикаго, где и началась его невероятная и кошмарная история. Пока Candyman находится за гранью реальности, он не может навредить. Но если встать перед зеркалом и 5 раз подряд произнести его имя, он перейдет эту зыбкую черту. И тогда никому не удастся спастись. Продолжаем, и на очереди хоррор под названием Boogeyman. Согласно сюжету, мальчик по имени Самир пропал 25 лет назад при загадочных обстоятельствах. Его брат и 3 друзей пытаются забыть о трагедии прошлого, но Самир неожиданно возвращается. Становится ясно, что за его исчезновением стоял не похититель детей, а злые силы совсем иного рода. Повзрослевшим героям предстоит снова столкнуться с кошмарами своего детства и монстром из леденящей душу марокканской легенды. Еще один, как по мне, весьма интригующий хоррор «Оленьи рога» расскажет о странных событиях, происходящих в доме обычного школьника. Учительница со временем обращает внимание на странное поведение и замкнутость этого ребенка. Сблизившись с ним, она понимает, что мальчику угрожает опасность, и вместе с братом полицейским решает разобраться в ситуации. Со временем они осознают, что речь идет не о безобидных детских страхах. В стенах старого дома и вправду притаилось нечто зловещее. Или истории, которая вас пугает. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!